Так красиво просто. Мы долго думали, как нам доехать до Торжка, и решили все-таки ехать на машине, потому что в Твери нужно делать короткую пересадку. Говорят, что это очень удобно, но мы вот решили для первого раза отправиться своим ходом. Буквально 2 с небольшим часа, платная дорога, и мы уже припарковались в центре города. Я вам хочу сказать, что то впечатление, которое производит город, вот эта перспектива, мы приехали сразу на смотровую площадку, абсолютно парализует, лишает дара речи, потому что в первый момент, когда ты выбегаешь сюда, после недолгой, но все-таки дороги, у тебя впечатление какого-то сказочного миража. Невозможно себе представить, что здесь, в отдалении от Твери, которая всегда была мощным центром, если мы говорим про средневековую Русь, сохранилась эта невероятная совершенно красота. Вот она, речка Тверца, на которой и находится город, который все время русского великолепного средневековья была границей между Новгородом, да, и внутренними этими землями, была местом остановки торговых грузов, караванов, таким перевалочным пунктом, пока Николаевская железная дорога не обошла этот город, оставив его продолжать жизнь уже в такой невероятно милой, захолустной провинциальности. Это не уничижительная форма, это вся любовь к небольшим русским городам, которые сохраняются несмотря ни на что.
приехали в Торжок, и инициатором нашего путешествия, точнее нет, да, вдохновителем нашего путешествия является прекрасная Елена Прекрасная, не прекрасная Елена, а Елена Прекрасная. Лена, как вас лучше представить? Я Елена Пышай, работаю в университете на кафедре туризма и природопользования. Я биолог по образованию. Вот, и очень люблю нашу Тверскую область. И муж у меня историк, поэтому у меня на границе биологии и истории, экологии и истории всегда получается все очень интересно. А познакомились мы ровно как я люблю. Лена с мужем пришли ко мне на экскурсию. И когда я увидела двух красивых людей, и я дальше всю экскурсию рассказывала им. У меня так бывает, когда я вижу два лица, от которых невозможно оторваться. И мне кажется, мы практически подружились за это время. Я еще сразу, забегая вперед, скажу, что несколько лет назад Лена с мужем начали выращивать цветы. И это какое-то хобби совершенно волшебное, которое в этом году превратилось в моем доме в какие-то невероятные тюльпаны. Мне казалось, таких тюльпанов вообще не бывает. В пионы. Причем вдруг в конце экскурсии достается букет, который ехал из Твери, гулял по Москве, и он еще 2 недели радует меня. Но это говорит о том, что, во-первых, вы люди необыкновенные, а во-вторых, руки у вас золотые. Да, вот увлеклись выращиванием сезонных цветов, и это наше такое совместное, можно сказать, семейное дело. И мы очень рады дарить такую красоту всем, и нам тоже это очень приятно, дарит очень много эмоций и впечатлений. Я обожаю, когда университетские преподаватели, да, вдруг вот находят себя не только в такой невозможной красоте. Лен, я вам ужасно благодарна, потому что у меня уже сама поездка до Торжка, у меня ощущение, что я, например, уже съездила в отпуск. Город невозможно хорош. Вот. Мы сегодня не будем говорить много про достопримечательности, и вы же нас примете в Твери, правда? Конечно. Мы же можем рассчитывать. Да, с большим удовольствием. Вот мы будем мечтать, что через некоторое время мы приедем в Тверь. У нас такая история: маленькие города глазами местных жителей. Вот. И назначаем вас главными. Премьера будет с вами. Но мы приехали в Торжок не столько посмотреть удивительно этот город, который стоит на границе Вольного Новгорода, не только река Тверца, которая была таким водным путем, и здесь действительно были остановки и в XI, и в XII, и в XIII веке. И когда до того, как была проложена Николаевская железная дорога, да, это огромный город, такая почтовая и не только почтовая, но и железнодорожная станция, которая развивается соответственно, поэтому пожарские котлеты, которых мы обязательно сегодня пойдем их попробовать. Вот. Но мы приехали посмотреть на замечательный промысел торжокские золотошвей. Это бренд, такое слово иностранное, но куда от него деваться. Вот. И благодаря Лене мы сходим сейчас не на фабрику вы можете попасть и без нас, но Лена сказала, что надо пойти и посмотреть педагогическое училище, которое продолжает учить вот по этой специальности. Я надеюсь, что у нас сегодня все получится, это наша главная задача. Мне хотелось спросить вас про людей, которые, конечно, объединяют и Тверь, и Торжок, и помимо вот той туристической истории, которая на поверхности, здесь наверняка были какие-то совершенно удивительные краеведы, правда? Да, конечно, Торжок город очень древний, старше Твери, и такая богатая очень история, да, она отразилась в работах и краеведов, и историков, которые этот город изучали. И вот один из них Петр Дмитриевич Малыгин, который, к сожалению, ушел из жизни, но вот всю жизнь он посвятил Торжку. Уроженец Торжка, историк, археолог. Он стал копать Торжок,
да, и нашел очень много всего интересного, да, и, соответственно, это и древние сооружения, и, конечно, самые знаменитые находки – это берестяные грамоты, да, которые здесь были найдены, и, соответственно, они сейчас демонстрируются в музее, в этнографическом музее, в одном из филиалов. И вот что удивительно, и сама я увидела их вот только в позапрошлом году, да, они там прекрасно представлены, вот с Лешей Зинатуллиным мы были на экскурсии, да, и, соответственно, это и этнографический музей, филиалов которого здесь много в Торжке, это является тоже центром и культурной жизни Торжка, да. Я тоже в Торжке, я гость, да, и я приезжаю и к своим коллегам, знакомым, да, которые здесь работают, и все мы посещаем еще Василева, музей деревянного зодчества, мечтаем о Василеве. Да, под открытым небом, куда вот свозили деревянные сооружения, да, со всей Тверской губернии, да, и вот, соответственно, эта коллекция сейчас, она находится под открытым небом у Василева, да, рядом Митина находится, Прутня, это вот такие все знаковые места, где были усадебные старинные, где были старинные усадьбы, вот, и Торжок, он всегда же был Торжокский уезд на перепутье, да, и здесь была активная жизнь, соответственно, поэтому здесь так много вот этих усадебных комплексов сохранилось, но, к сожалению, многие из них сейчас уже в заброшенном состоянии, да, но частично они, вот райок, куда мы с вами поедем, да, принадлежит Львову, так сказать, руке, перу Львова. Мне кажется, что здесь вообще все, вот этот город, он сейчас памятник Львову, и он присутствует. Да, ну, естественно, вот в Никольской Черенчице его родовая усадьба, где, к сожалению, сохранилась только усыпальница. К сожалению, в то же советское время она была разграблена. Вот, но само здание это сохранилось. И вот люди, которые сохраняют эту историю, которые живут и в Торжке, и в Никольском Черенчицах, вот, это, вот, мне кажется, самое главное наследие, самое главное богатство, потому что они хранят вот эту историю, они ее собирают кропотливо, да, в архивах, они спрашивают местных жителей, да, и стараются ее сохранить, делают, ну, небольшие маленькие музеи, вот, и всем, да, пишут монографии, и всем об этом рассказывают, да, и вот это вот, ну, самое важное, наверное. Меня потрясла история, что у вас был, может быть, я путаю, может быть, это был не проект, но вы благодаря местным жителям отыскивали не исчезнувшие усадьбы, а, например, аллеи, которые вели, фрагменты парков. Это была работа, которую университет тоже выполнял по заказу разных организаций, вот, Комитета по охране памятников, Министерства по охране природных ресурсов. Почему? Потому что вот эти парки, которые принадлежали старинным усадьбам, они многие являются памятниками природы. Их вот в 90-х годах сделали памятником природы, чтобы хоть как-то сохранить их, да, придали им такой статус охранный. Вот. И, соответственно, это очень увлекательно всегда искать в этих заросших в лесу, как говорят местные жители, да, какие-то остатки регулярных аллей и так далее. Да. И это была интересная, увлекательная работа. И мы работали с местными жителями, потому что мы у них спрашивали, да, ну, одно дело наши какие-то данные были, да, а другое дело местные жители, которые, соответственно, направляли нас, как что-то найти, да, потому что некоторые парки, они, ну, сейчас находятся довольно далеко, хотя Торжокский район населен достаточно густо, но все равно есть такие места, которые вот уже, так сказать, находятся не на дорогах, да, вот, и это была интересная работа, она где-то в 2008 году, в 2011 проводилась. Вот. И также у нас есть работы, которые выполнены нашими ботаниками, защищена даже диссертация Ольги Михайловны Волковой по флоре усадебных парков. Ой, это была огромная работа, проведена вот под руководством Александра Александровича Нотова, нашего профессора, флориста. Вот. И, соответственно, вот, например, имение Примухино, Бакуниных известного рода, да, и Бакунины, знаете, как раньше все образованные люди, они знали ботаников. Ботаника преподавалась в университетах, да, и они вообще были все старые, образованные. И вот Бакунины, они, соответственно, высаживали у себя в имении разные виды, которые они привозили из Европы, в том числе, и которые сохранились там до сих пор, на самом деле. Да, писали. А как это возможно?
Ну, Природа сильнее да, вот древесные времени. растения, в принципе, с ними ничего не происходит, это кустарники какие-то, да, они сохраняются, если вот, соответственно, не делать такие зачистки Ну да, вот кардинальные, да, иногда разрастаются и остаются в парках. И вот работы, которые были проведены по инвентаризации, вот что же осталось, вообще что-то сохранилось, вот это и исторические архивные данные, да, и вот описание советского времени, и, соответственно, вот современные исследования, да. то есть это описано, но Да, я да. просто себе представила ощущение, вот эта аллея, ведущая ниоткуда в никуда. Да, ну, конечно, сейчас мы идем, это огромные деревья, а 150 лет назад они же были маленькие, И небольшие. они приводили к постройкам. Да, да, это были подъездные аллеи, да, к дому, да, ну и, соответственно, уже там, так сказать, устройство регулярных парков, пейзажных парков. Это, конечно, все очень увлекательно. С одной стороны, мы печалимся, что это все уходит, да, с другой стороны, иногда легче парк сделать заново. Ну, Вот. как и дом Да, построить заново. да. А как Но правильно? зависит от случая, на самом деле, от ситуации. Вот. Когда это можно восстановить, и есть дубы, например, старые, которым 200 лет, лиственницы, вот, которые, соответственно, хорошо сохраняются. Вот. Поэтому, конечно, это интересная работа, и прикасаешься к этой истории, и Ну еще бы. это, да, очень увлекательно. Мы в Борисоглебском монастыре, собственно, сидим на ступенях творения Львова, и все, да, постепенно восстанавливается. Мы даже сейчас попробуем здесь наше путешествие начать с подъема на смотровую площадку. Но если говорить о Торжке, вот один день у москвича, который торопится, у нас цель увидеть, да, золотошвейное производство. Но если все же ехать, что нужно обязательно посмотреть? Ну, это исторический центр города, да, Сейчас это сделаны смотровые площадки. да, смотровые совершенно. площадки, Борисоглебский монастырь, да, соответственно, деревянная церковь без единого гвоздя, да, тоже интересный объект, вот, Кремль, соответственно, да. Кремль сейчас, там такие валы остались. Да, и да, можно- да, да. Вот. Ну и, соответственно, подняться на колокольню, прекрасный, интересный вид, может быть, даже попить кофе И съесть в перерывах, пожарскую котлету. съесть обязательно пожарскую котлету, да, хоть сейчас гастрономический туризм очень популярен, да, но немножко истории, немножко Я, кстати, отдыха. совершенно забыла, что торжок и пожарская котлета это знак равенства. Вот это почему-то совершенно у меня выпало Да, из да, ну и, памяти. конечно, гостиница Пожарских, музей Пушкина, да, Да, это этнографический музей, вот берестяные грамоты, прям всем однозначно это надо увидеть. Да, музей Александра Сергеевича, точнее его, сколько, все говорят по-разному, кто-то говорит 25 раз, кто-то говорит 29 раз он проезжает через Торжок, вот, но в любом случае он был около 3 десятков раз, и здесь есть совершенно замечательный советский музей, созданный в 70-е годы, посвященный вот этому пути из Петербурга в Москву и вообще вот, путешествиям 19 века. Лена, огромное вам спасибо за вдохновение, за начало нашего пути. Я надеюсь, что все у нас сегодня получится.
На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Александр Сергеевич Пушкин не оставил нам никакого выбора, поэтому, прогулявшись по городу и увидев трактир, где придумали пожарские котлеты, мы пошли все-таки в заведение, которое называется «Оникс». Находится на берегу реки по дороге в Борисоглебский монастырь. Внешне как-то, наверное, я бы не пошла сюда, если бы не совет Лены. Она сказала, пойдем все-таки в «Оникс». И здесь чудный совершенно внутренний двор, хорошая негромкая музыка, ну и какое-то невероятное количество пожарских котлет. Я буду пробовать по классическому рецепту. И классический рецепт, собственно, состоит в том, что берется рубленное куриное мясо, оно смешивается с маслом. В некоторых рецептах, я уже сейчас изучила миллион этих рецептов, замороженное масло добавляется в сам фарш. Иногда, по примеру киевской котлеты, тоже кусочек масла кладется внутрь, обжаривается, видимо, первоначально во фритюре и доходит в духовке. Но сейчас те, кто точно знает рецепт тех самых котлет, меня раскритикуют, поэтому это вот то, что, видимо, такой уже усредненный рецепт. История же интереснейшая, тоже связана с Торжком как центром, таким местом, где очень хорошо отдохнуть и переночевать между Москвой и Петербургом. И трактир, который открывает один из ямщиков, разбогатев и встав уже на другую ступень социальной лестницы, он открывает трактир. И здесь история рассказывает об его дочери Дарье, есть ее портреты. Лена, если я что-то путаю, вы меня сразу поправляете. Вот. И она как будто бы придумывает этот рецепт этих котлет. Они страшно нравятся всем путешественникам. Вот Александр Сергеевич про них пишет. И говорят, что они очень нравились Николаю Первому. И нам уже несколько раз рассказали о том, что Николай Первый даже вызывает Дарью Пожарскую для того, чтобы она, в общем, эти как-то котлеты готовила. Но я почитала просто исторические справки и нашла тоже интересную ссылку на Теофиля Готье, его знаменитое путешествие по нашим необъятным просторам. И вот там есть иная история, что якобы у Пожарских в трактире остановился какой-то бедный француз, недостаточно у него было средств, чтобы заплатить за постой, и якобы он расплатился рецептом этих котлет. Но в любом случае, наряду с бифстроганов, это то, что можно найти во французских ресторанах, и котлет пожарский, да, вот это то, что можно обнаружить и можно попробовать. Мы заказали 3 вида котлет. Значит, какие они здесь есть? Котлета пожарская по классическому рецепту, это моя. Котлета пожарская по рецепту ресторана «Оникс», вот ей мы пренебрегли. Котлета пожарская рыбная из судака с начинкой из белых грибов. Это вот Лена будет пробовать. А Маруся заказала себе пожарские котлеты из кролика с пюре из батата и сырным соусом. Есть еще пожарская котлета из новоторжской телятины с маринованными грибами. Ну вот моя, самая скромная, стоит 375 рублей. Я так понимаю, самая дорогая, естественно, Марусина, она стоит 695. Нам принесли невозможно вкусный компот из вишни. В общем, сейчас будем пробовать и вердикт вам расскажем. Мы с вами находимся в отделении залотного шитья и декоративно-прикладного искусства Торжокского педагогического колледжа.
экскурсии сюда к нам попадают именно потому, что мы сохраняем традиции вот этого древнего промысла. По мнению специалистов, золотное шитье могло существовать там, где существовали древние цивилизации. Предназначены такие предметы были для верхушки общества и для обрядовых целей, для ритуальных целей каких-то. И вот есть версия, что золотное шитье пришло к нам из Византии примерно в X веке, а в Торжке появилось примерно в XII веке. Почему так утверждают? При раскопках в нашем Борисоглебском монастыре было найдено захоронение, в котором нашли очелье, головной убор с очельем, шитым золотом. И датируется этот головной убор как раз XII веком, концом XII века. И вот считается, что, собственно, примерно с этого времени у нас золотное шитье и существует. Хотя, возможно, этот головной убор был и привозной. Тут трудно сказать, никто не знает. Но дело в том, что город у нас торговый, город такой активных людей, предприимчивые у нас люди. И естественно, что если в монастыре было такое ремесло, оно очень быстро перешло в городской посад. А золотом стали вышивать горожанки на дому. Естественно, что если ты хочешь заработать своим ремеслом, нужно работать быстро, и изделия должны быть эффектные, орнамент должен быть эффектным. И постепенно складывались разные виды орнамента. Работали с геометрическим орнаментом, но его очень мало. В основном это растительный орнамент. Это цветы, травы, туда же добавляются птицы, какие-то, может быть, другие изображения иногда. Очень многое зависело от капризов заказчика, конечно же. И получилось так, что 17-18 век – это расцвет золотного шитья в Торжке, а вот в середине 19 века получается так, что не только золотное шитье, но и многие ремесла нужно было уже поддерживать в городе. Почему так получилось, мы с вами. Город наш на протяжении всей своей истории стоит на проезжей дороге. В 17-18 веке это было уже обустроенное шоссе. Вот крупные села и небольшие города на этой дороге находятся на расстоянии примерно в 60 километров. Почему так? А дело в том, что лошадь более или менее спокойно может такое расстояние пробежать. А потом лошадей нужно менять. Ну, либо дать им отдохнуть. И вот люди задерживались на почтовых станциях. И для того, чтобы, может быть, развлечь себя, что-то покупали, какие-то изделия. И наши ремесленники во многом ориентировались вот на этот огромный поток пассажиров, которые двигались через город. Золотошвейки, конечно же, наверное, в первую очередь. То, что мы сейчас назвали бы сувенирами, они создавали во многом. Много каких заказов было, ну вот мелкие изделия они тоже создавали. Но дело в том, что в середине 19 века построили Николаевскую железную дорогу. Она прошла через Тверь, она миновала Торжок. И наши ремесленники потеряли вот этот огромный поток покупателей. Кроме того, у золотошвей получилось еще печальнее, потому что в конце 19 века ушел из обихода традиционный женский костюм, женский и девичий, который был очень богато украшен золотым шитьем. Это, конечно, был костюм праздничный, но носить его перестали. Его сменил европейский костюм, а там вышивки практически не было. И опять наши мастерицы лишились возможности заработка. И вот наши земцы, люди очень активные, руководил Дмитрий Ильич Романов в том плане, что вот создавался особый отдел земства, кустарный отдел. Дело в том, что ремесленники наши, как я уже сказала, страдали от недостатка товаров, вернее, от недостатка возможности реализовать свои товары, скажем так. И наши земцы решили посмотреть, почему беднеет ремесленное городское население, и начали с золотошвей. Что они сделали? Они проследили путь одного из заказов. Привозил этот заказ сюда, в Торжок, фирма Оловянишниковых, поставщик двора его императорского величества. Они привозили сюда заказ на вышивку нарукавных знаков младшего состава флота. Вышивка выполнялась красными хлопчатобумажными нитками, но технология была та же самая, что и у золотного шитья. Вы посмотрите потом, как шьется по картону, вот там та же самая история, чтобы элементы вышивки были выпуклые. И заказ этот стоил 12 тысяч. Золотошвейкам досталось 3 тысячи. И вот с этого началось, скажем так, какая-то систематизация началась того, что у нас происходило с золотным шитьем в городе. При земстве был создан кустарный отдел. Этот кустарный отдел переориентировал на себя вот этот крупный заказ, чтобы золотошвейки могли зарабатывать побольше. Дополнительно найдены были еще заказы частные. Это могли быть какие-то заказы от церкви на вышивку митр, например. И получилось так, что, работая с заказами, если не хватало мастериц, девочек молоденьких подсаживали к опытным мастерицам, и они работали вместе, они учились друг у друга. То есть одновременно происходила и работа над заказами, и обучение. Прошло 5 лет, и
кустарный отдел встал на ноги, заработал достаточно средств вот на этих заказах, и решено было учебную часть вот этого, так скажем, начинания отделить. Создали земские учебные золотошвейные мастерские в 1899 году. Пригласили опытную мастерицу, которая должна была обучать технической стороне вышивки. Вот до этого каким образом обучали золотошвеек? Опытная мастерица брала девочку-подмастерье к себе на дом и показывала то, что считала нужным. Было побольше заказов, может быть, она более щедро делилась своими знаниями. Было заказов поменьше, может быть, не считала нужным растить себя конкурентку. И понятно, что создавать новые рисунки в таких условиях не учили. Невозможно было это делать. Кроме того, процесс обучения иногда растягивался лет до 8. Выгодно было держать при себе такую помощницу, потому что по традиции девочка, которая шла в обучение, хозяйке, мастерице своей помогала по хозяйству. Вот еще и дополнительная рабочая сила. Удобно, очень удобно было. Понятно, что при земских мастерских, вернее, при земском кустарном отделе учить 8 лет было невозможно, решили, что обучать будут 2 года. И создали земские учебные золотошвейные мастерские, 1899 год. Но мы считаем, что дата основания нашего учебного заведения – это 1894 год. Потому что, как я уже сказала, одновременно и работали, и учили. И кроме того, даже в то время, когда появились уже учебные мастерские, как только появлялся большой заказ, девочкам давали возможность на нем поработать. Считалось, что они учатся в учебное время в мастерских, а потом заказ берут на дом. Но я думаю, что там по-разному было, никто никогда не узнает, как это происходило. Вот. И вот это учебное заведение с 1899 года, уже официально оформленное, набрали 8 девочек из бедных семей, пригласили опытную мастерицу, которая стала вот обучать вышивке, техническим приемам. Но оказалось, что девочки не умеют создавать новые рисунки. И была приглашена художница, которая должна была обучать девочек рисованию рисунок, живописи, композиции. Программы появились, наверное, тогда, в каком-то виде, не отдельными уроками, а в общем и целом. Постепенно эти мастерские набирали силу. В начале 20 века 40 учениц уже учатся в этих мастерских. Они более или менее спокойно переживают революцию 1917 года. К сожалению, к этому времени, в 1916 году, по-моему, 1916 году, Дмитрий Дмитриевич Романов, который, собственно, был, скажем так, начинателем вот этого всего дела, он умирает. Там история была темная, его обвинили в каких-то злоупотреблениях, потом оказалось, что это неправда, но человек получил очень серьезную психологическую травму, мы сейчас сказали, и тяжело очень все это перенес, в 1916 году, по-моему, он умер. Но мастерские, дело его продолжало существовать. В 1928 году мы уже видим Торжокскую золотошвейную профтехшколу имени Крупской, потому что после революции такие учебные заведения, которые занимались народным искусством, поддерживались государством, и то есть это все было уже сформировано. Великая Отечественная война, конечно, сложное, тяжелое время. Немцы здесь были в 30 километрах, совсем недалеко, село Медное у нас такое, между Торжком и Тверью есть. Вот там проходила линия обороны. Учебное заведение было закрыто. Девочки, которые остались здесь в городе, вместе с преподавателями рыли окопы в селе Жарово. Вот есть у нас такое село недалеко, вот там рыли окопы. Как только немцев отодвинули от Калинина в 1943 году, в октябре месяце у нас начались уже занятия. Город был разрушен. Здесь был хоть и не очень значимый, но железнодорожный узел. И здесь страшно бомбили. Все, кто мог, уезжали в эвакуацию. И вот те преподаватели, те наши студенты, которые здесь остались, они возобновили обучение, скажем так. И у нас есть приказ директора, написанный на листочке в клеточку такой, там написано «осуществить освещение мастерских путем сбора керосиновых ламп у учащихся». То есть кто-то принес керосиновую лампу, кто-то принес табуреточку, кто-то принес пяльцы, начали учиться. В 1944 году наши девочки со своими работами уже участвуют во всероссийской выставке. Не всесоюзной, а на уровне РСФСР. Представьте, война еще не закончилась, а организовывается вот такая выставка ученических работ. Меняя в своих формах, наше учебное заведение пришло к тому состоянию, которое мы имеем на сегодняшний день. Я уже сказала, мы отделение золотного шитья и декоративно-прикладного искусства Торжокского педагогического колледжа. Почему? Потому что последняя реформа образования привела к тому, что вот такие маленькие учебные заведения в Тверской области, но вернее даже не маленькие учебные заведения, а профессиональные учебные заведения начального профессионального образования, они были упразднены. То есть их либо просто закрыли, либо их присоединили к колледжу. На тот момент у нас было реорганизовано 3 учебных заведения. То есть 2 училища просто закрыли,
А у нас вот прошла такая реорганизация. Для нас это в общем оказалось неплохо. Почему? Дело в том, что мы стали частью педагогического колледжа. У нас сохранились наши профессии: изготовитель художественных изделий из дерева, вышивальщица и швея. То есть 3 профессии начального уровня образования. И добавилась еще специальность декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам. То есть после 9 класса на профессию 3 года обучаются, после 11 класса на специальность обучаются 4 года. И получилось вот такое двухуровневое обучение. На сегодняшний день наши студенты, которые обучаются на специальность, они еще и получают педагогическую подготовку. То есть у них есть педагогический модуль. И мы хотим, чтобы они у нас выходили педагогами доп. Образования. Учителей сейчас не хватает, это очень важно. И мы постараемся, чтобы это все сохранилось у нас. Потому что, опять же, реформа, которая продолжает тянуться, она предполагает новые стандарты, в которых у этой специальности педагогического модуля нет. Но там есть как же уроки труда с 1 сентября? Кто бы знал. Нет, а будет уже, это точно. Может быть, поэтому нам разрешили в качестве вариативной части включить педагогический модуль. В общем, отстояли мы эту часть. Получилось так, что все-таки наши студенты, которые учатся по специальности декоративно-прикладное искусство, у них будет педагогический модуль. Но мы стараемся, чтобы они вышли у нас с хорошими руками, поэтому кроме вышивки у девочек есть еще керамика, есть батик и есть коклюшечное кружево. Какое счастье. Да. У тех, кто учится на обработке дерева, я не говорю юношей, потому что там и юноши, и девушки учатся, там у них есть еще точно так же керамика и батик и роспись по дереву. То есть они выходят у нас много чего умеют делать руками, такие неплохие. Обязательно художественное образование для вот того, чтобы смочь у вас научиться? У меня чисто шкурный интерес. Нет, это вот чуть попозже я вам расскажу. Вот того стоит, я расскажу. Естественно, что мы сохраняем в нашей работе традиции, которые заложены были еще в конце XIX века. Основу обучения составляют художественные дисциплины. Педагогические, это само собой, и художественные дисциплины, рисунок, живопись, композиция, много чего еще, и работы по рисунку и живописи вы видите вот на этом сцене. Понятно, что вот такое изображение не годится для переноса в вышивку или в резьбу. Нужно сделать декоративную переработку, и такая переработка делается на уроках композиции. Вот там следующий стенд у нас. Вот как раз мы поговорим о том, кого же мы берем на обучение. Если на специальность у нас есть еще творческие испытания, то на профессию к нам приходят те, кто, может быть, забыл, когда в начальной школе карандаш держал в руках. Поэтому по композиции, например, программа построена таким образом, упражнения выстроены таким образом, чтобы можно было начинать буквально с нуля. Берем карандаш, начинаем рисовать прямые линии. Вертикальные, горизонтальные, наклонные. Потом из этих линий выстраиваем геометрические фигуры, то есть это все от руки рисуется, чтобы чувствовали. Потом добавляем окружности. И первая тема, на которую выполняется орнаментальная полоса, это тема геометрии. Педагог предлагает, как правило, 2 фигуры, из которых нужно собрать изображение. У кого-то Дон Кихот сражается с ветряными мельницами, у кого-то ракета в космос летит. Здесь у нас дети, играющие на лугу. Смотрите, девочка постарше, мальчик помладше, бабочки летают, цыплята бегают. Все состоит только из окружностей и треугольников. Больше здесь ничего нет. Это все-таки ремесло? Да, это ремесло, но, как в любом ремесле, у кого-то получается все время копировать, получилась хорошая вещь, он копирует одно и то же, а кто-то постоянно создает новое. То есть мастера тоже разного уровня существуют. И вот мы начинаем добавлять к нашим окружностям еще и капельки, и получаем вот такую работу. 4 части этой розетки должны быть совершенно одинаковые. Естественно, сначала в карандаше делается разработка, а потом все это делается черной гелевой ручкой. В прежние времена, когда у нас побольше было времени в программе, мы делали это все пером, потому что перо дает такую живую, красивую линию. Сейчас у нас на это времени, к сожалению, нет. Здесь вот вы видите тоже декоративная переработка и тоже только капельки окружности. Там, где у нас темная часть формы, там орнамент разработан таким образом, чтобы линии стояли очень близко друг к другу. И постепенно эти линии друг от друга отходят. Нижняя часть формы у нас совершенно светлая, потому что там буквально 4-5 линий всего осталось. Точно так же насекомые сделаны. Далее делается декоративная переработка натюрмортов, декоративная переработка пейзажей. Это все графические упражнения. Потом переходим к работе с цветом, берем цветную бумагу. Только из одного элемента, из завитка выполняется вот такая работа. Серебристой гелевой ручкой. У кого-то перышко, у кого-то сердечко, у кого-то капелька. В данном случае здесь вот листочек изображен. По цветоведению упражнение может выглядеть вот таким образом.
То есть Это предмет цветоведения, да? Нет, это часть занятий по композиции. Часть занятий. Да. А я подумала, Переходим какой... к работе с цветом, и вот сложный цветок с большим количеством лепестков заполняется оттенками одного цвета. Вот мне кажется, я бы никогда не смогла создать такой цветок. Ну вот штук 20 они их рисуют, потом преподаватель выбирает самые интересные. То есть можно научиться, если у тебя есть стремление к тому, есть, чтобы... Конечно, можно, потому что здесь, в общем-то, принцип есть. Посмотрите, от самого светлого постепенно мы переходим к краю к темному. Фантастика. Вот. И немножко в фиолетовый добавлено еще каких-то оттенков, чтобы это все-таки было поживее. Потом делаются орнаментальные полосы с ровными краями, с фигурными краями, вот там наверху. И много других заданий, которые позволяют нашим студентам более-менее свободно владеть орнаментом. Тем, кто хочет, конечно. По окончании обучения они должны выполнить итоговую работу. Они выбирают предмет, который им хотелось бы украсить вышивкой. Нужно нарисовать то, что они задумали. И наверху вы видите небольшое панно. Нужно было придумать форму этого панно, нужно было придумать веточки в каждом из элементов, с помощью красок показать, какими способами вышивки выполнен каждый элемент. То есть выполнить технический рисунок. Когда такая работа готова, берем нитки, берем ткань и начинаем вышивать. И вот за много лет существования нашего учебного заведения из лучших работ собрался музей, в котором собрано все самое интересное, что было создано за многие годы. Давайте мы с вами перейдем к музею. Здесь. Смотри, Марусь, на бывших машинах стоят цветочки. Это работа, 39-й год. Ой. Какие были материалы, посмотрите. Рогожка. Это ломали дом в Торжке. Пришла женщина и говорит, моя бабушка или прабабушка, я даже точно не помню, училась у вас. Вот на чердаке мы нашли вот такую работу. Возьмете, конечно, возьмем. То есть мы даже раму ничего менять не стали, как оно было, вот так вот оставили. Собственно, музей наш – это и методический кабинет, которым мы постоянно пользуемся. Здесь представлены работы наших студентов самых разных лет. Здесь не только изделия в технике золотного шитья, но здесь представлены самые разные техники вышивки, которые в разное время существовали в России. Почему так? Вот представьте себе, в конце XIX века, в возрасте 12 лет, девочку брали в золотошвейные мастерские, у нее руки были уже подготовлены к работе. Она умела прясть, она умела ткать, она умела вязать крючком и на спицах, умела вышивать простые виды вышивки и умела плести коклюшечное кружево. У нас в Торжке, по крайней мере. Сейчас приходят девочки, и ручки у нас заточены под клавиатуру. И мы включили в программу разные виды вышивки, которые позволяют им постепенно подойти к самой сложной технике вышивки. Начинаем мы с крестьянской вышивки. Вот здесь вы представлены как раз крестьянская вышивка. Существует она с глубокой древности, и выполнялась она на домотканой льняной холстине, как правило. И вышивка это делается по счету нитей, то есть без рисунка. Берет мастерица работу, свою бабушкину, прабабушкину, может быть, чью-то еще дальше, и копирует орнаменты. И вот такие орнаменты, они имели очень глубокий смысл. Как правило, это формулы-обереги, то есть вышивка с использованием определенных знаков, знаков солнца, знаков земли, знаков вечности, древа жизни, например, да, и каких-то других, может быть, местных знаков, формировались вот эти орнаментальные формулы обрядовые. То есть вся вышивка, которая в глубокой древности существовала на предметах быта и на одежде, она вся несла какой-то смысл, она вся несла определенное значение. И специалисты говорят, что вот полотенца, например, были очень разные. Были повседневные, которыми лицо и руки вытирали, на них украшений было поменьше. А были полотенца, предназначенные для особых случаев. В некоторых местах на территории вот нашей огромной страны были полотенца, предназначенные для рождения ребенка. И естественно, что магические формулы, записанные вышивкой, предназначены были для того, чтобы человеку высшие силы дали все самое лучшее. И вот младенчика, который рождался, заворачивали в такое полотенце, и оно сопровождало его потом всю жизнь. Были погребальные полотенца. Отголоски вот этих традиций, они остались до сих пор. На погребальных полотенцах с особыми рисунками, орнаментами, которые должны были провожать человека в тот мир, куда он уходит после смерти, вот на этих полотенцах гроб опускали в могилу. И закапывали эти полотенца вместе с гробом. С принятием христианства закапывать такую огромную работу, наверное, было жалко, поэтому такие полотенца стали вешать на крест на кладбище. И до сих пор у нас в сельской местности кое-где есть традиция вешать на крест полотенчика. Орнамента не помню,
Для чего делаем, не знаем, но бабушка велела, поэтому мы повесим. В свадебном обряде полотенец должно было быть много. Девушка ко времени замужества должна была потрудиться. Там, кроме холста и много чего еще, да, там, она должна была сделать у нас в Торжке от 40 до 60 полотенец. Но это если она не очень хорошая мастерица. У хорошей мастерицы их должно было быть около сотни. Для чего нужны были эти полотенца? Вот этот путь из состояния свободных людей, живущих каждый в своей семье, к созданию своего особого мира нужно было защитить. То есть юноша и девушка, вступая в брак, создают свой особый мир, дом будут строить, у них будет своя семья, вот как раз это и есть особый мир. И они, вот эту дорогу нужно было защитить, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Поэтому все, так, я бы сказала, транспортные средства, как сейчас говорят, да, все повозки, на которых невесту перевозили из дома родителей в дом жениха, они все украшались полотенцами. Дуги конской упряжи обматывали полотенцами. На спины коням поперек хребта стелили полотенца, крепили их, они как крылья птицы развивались во время движения. На картинах, может быть, вы видели свадебные тройки. Вот они как раз украшены такими полотенцами. Хлеб, соль до сих пор стараемся подать на полотенце. Именитым гостям на шапку повязывали такие полотенца, и они оставались им в дар. То есть вот такие полотенчики, чем они интересны? Если такое полотенце, которое находится на гриве коня, например, повернется изнанкой, будет некрасиво. Но такая вышивка, она изнанки не имеет. Она двусторонняя полностью. То есть это счетные швы, которые вот никаких узелков, никаких петелек, ничего там быть не должно. Но понятно, что постепенно жизнь меняется, молодежь уже не верит в те традиции, в те верования, которые были характерны для старшего поколения. И появляются виды вышивки, где смыслового значения уже нет, параллельно вот с этим. И это все продолжает существовать, это все для обрядов, для каких-то важных событий делается до конца XIX века, даже до начала XX века. Но появляются виды вышивки, где смысла уже мы не найдем. Здесь рисунок переносится на ткань, формы орнамента заглаживаются нитями, и вышивка называется гладь. И видов глади в России великое множество. В данном случае вот это Владимирский Верхашов. Почему Верхашов? Потому что если у нас гладь будет меленькая, мы можем прошить ее в круговую. Лицо и изнанка будут одинаковые, а здесь у нас лицо и изнанка сильно отличаются. Если мы сделаем такую вышивку на подушке и оборотную сторону никто никогда не увидит, зачем мы будем тратить дорогие цветные нитки? Сделаем вот так, чтобы сэкономить. Условно говоря, одним из видов глади можно считать и золотное шитье. Золотного шитья в России было много. Шили по-разному. Где-то шили цветным шелком, добавляли немного золотых и серебряных нитей, это тоже считалось золотным шитьем. У нас город был богатый, наши мастерицы работали или полностью золотыми нитями, или серебряными нитями, но чаще всего в одном рисунке соединяли и золотую, и серебряную нить. А основной шов, которым работают наши мастерицы, тоже особенный. Называется он новоторжский, кованый или литой шов по карте. Почему шов по карте? Дело в том, что если мы приглядимся к элементам орнамента, мы увидим, они выпуклые, они приподнятые. Там внутри есть основа, вот та самая карта. В старину использовали бересту. Сейчас мы, конечно же, берестой не пользуемся, где бы мы ее взяли, мы используем картон. Часть цветка, какой-то листочек, вырезается из картона, наклеивается на основу, на кожу, на замшу, на ткань, да, и плотно-плотно сверху зашивается металлическими нитями. Вот эта формочка, там она остается, поэтому золотное шитье не стирают, его только чистят. На сегодняшний день Торжок – это, пожалуй, единственный центр в России, где традиции золотного шитья не прерывались. А в советское время, естественно, все монастыри, где выполнялось золотное шитье, и вообще все, какие только были, наверное, были просто уничтожены, были просто закрыты. А у нас золотное шитье сохранилось в народной среде, потому что это был промысел, который жил в городе. У нас золотом вышивали горожанки. И понятно, что сохранили вот эту вышивку. И если мы посмотрим, то увидим, что способов шитья вот такого, вот действительно более сотни, но мастерицы использовали его очень по-разному. Каждая придумывала еще свой какой-то особый, скажем так, элемент, может быть. Элемент, не элемент, а может быть какой-то свой особый подход к этой вышивке. И в 17-18 веке вот таким вот способом шитья чего только не выполняли. Это было время, когда, наверное, вышивали все, что только можно. И от этого времени нам, чуть более позднего, остаются легенды. Легенды или такие вот изустные рассказы, которые, может быть, и достоверными, не считают наши современники, но, тем не менее, говорят, что для коронации императора Александра II в 1855 году 30 мастериц из Торжка увезли в Петербург. Они должны были вышивать коронационную парфиру, огромную мантию из золотой парчи, которую нужно было украсить гербами Российской империи. Но короновался император не один, он короновался со своей супругой. Если такую мантию вышивали, то, наверное, их было две.
Вторая легенда рассказывает, что императрице Екатерине II здесь подарили парадное платье. И говорят, его вышивала мастерица настолько умелая, что могла перед собой на пяльца положить букет цветов и сразу же выполнять вышивку. Это, опять же, из устные рассказы, но тем не менее. Платье получилось настолько красивым, что императрица даже нарушила этикет. Она платье надела дважды. Полагалось надевать только один раз, а это платье Екатерина надела дважды. И захотела она увидеть мастерицу, которая платье вышивала. Ей показали мастерицу, но девушка была бледненькая, уставшая, и она была некрасивая. Это одна версия. По второй версии говорят, что императрице показали совсем ветхую старушку. Может быть, не хотели, чтобы она увезла мастерицу из города. Но, тем не менее, императрице не понравилось, как выглядит золотошвейка, и она сказала, что красивую вышивку должны делать красивые люди. И по ее повелению сюда, в Торжок, привезли 19, по разным версиям, в разных источниках по-разному. Ну вот якобы 19 самых молодых, самых талантливых и самых красивых вышивальщиц со всей России. Здесь они замуж вышли, остались со своими семьями, и с тех пор считается, что самые красивые девушки в Тверской губернии у нас в Торжке. Вот такова легенда. Шили девушки дорогие ковры, шили золотом в Божий храм дары. То звенят, поют нечисты ручьи, то у солнышка не светлы лучи, то из золота я узор сплела, то по бархату разлилась душа. Золотой узор переливчатый, белым жемчугом глаза выплачу. В Тверцу реченьку ручейки текли, Тверца реченька протекла слезьми. Шили девушки для чужой красы, слепли девушки на Святой Руси. Такая песня печальная, но песня немножко лукавит, потому что новоторжский праздничный костюм считался одним из самых красивых в России. Именно потому, что промысел наш золотошвейный позволял его украсить очень богато. Конечно же, все зависело от достатка семьи. Если женщина или девушка, ну чаще всего девушка все-таки, наряжались все-таки девицы у нас больше, как и везде, собственно, носила открытым сарафан, передняя часть сарафана полностью зашивалась золотыми узорами. Опять же, вот что могли себе позволить. Но чаще всего к сарафану полагалась душегрея. Душегреи были разного покроя. На душегрею ткани нужно меньше, и поэтому их делали из самых дорогих тканей, которые были доступны в семье. Это мог быть бархат, атлас, глазет, парча, то есть самые разнообразные. И вы видите, здесь вот такая распашная душегреечка, иногда ее называют нижегородской, но у нас тоже носили такие душегреи. И посмотрите, в складочках, казалось бы, ну зачем там вышивку делать, да? А на самом деле вот оно как выглядит. Вот. То есть у нас с вами композиция костюма смотрится со всех сторон. Это один покрой душегрея. Второй покрой душегрея вот такой. То есть из серебряной парчи вот здесь душегрея. И точно так же со спины она у нас вот такая нарядная. Смотрите, какая красота. Вот. Очень интересная была рубаха. Внутреннюю часть делали из качественного льна, а вот рукава были особенные. Рукава делали из тончайшей кисеи. Лен подешевле, зачем пока тратить дорогую ткань на то, что у нас окажется под сарафаном. А вот рукава делали с пышным буфом и узким обшлагом. И вот этот пышный буф рукава, его расшивали золотыми и серебряными букетиками. Мы сделали белые букетики, потому что и так уже блеска достаточно. Получился вот такой рукав. И вот рукава золотошвейные, кисейные золотошвейные рукава у нас краили отдельно, вышивали отдельно и продавали отдельно. И покупали в подарок мужья женам, женихи невестам, отцы дочерям такие рукава. То есть получить в подарок рукава считалось очень почетным. Интересными были головные уборы. Сюда, в Торжок, купцы привозили головные уборы, образцы головных уборов из других местностей. Для чего? Наши мастерицы должны были вышить вот эти кусочки, которые необходимы для головного убора. Но они, наверное, мерили, и у нас что-то здесь оставалось, видимо. И носили здесь шлемообразные, кичкообразные, лопатообразные головные уборы. Если мы посмотрим иллюстрации Федора Солнцева начала XIX века, мы увидим, какое там многообразие и женских, и девичьих головных уборов наших новоторжских. И очень любили у нас каблучок. Вот этот каблучок мы сделали по образцу из Тверского объединенного музея. Там основная формочка этого каблучка еще меньше, она крошечная совершенно. Почему каблучок? А потому что выглядит он вот так, действительно на каблук похож. И обязательно к такому головному убору делалась поднись из рубленого перламутра или из жемчуга. Причем выплеталась она за счет размера элементов. Посмотрите, начинается с очень мелкого, да? Постепенно увеличивается, и форма получалась такая, чтобы она обрамляла лицо, прикрывала ушки. И вот такие головные уборы, они идут всем. Вот. У меня сколько бы ни мерила наших соотечественниц, всем подходит, всем замечательно.
А к такому головному убору обязательно полагался платок. Платок, как и рукава, тоже был кисейный. И украшали его тоже золотыми и серебряными букетиками. Конечно, это не кисея. Мы выбрали современную ткань по прозрачности, похожую на кисею, потому как настоящую кисею нам не укупить. Мы учебное заведение. И вот поверх такого головного убора еще покрывали платком. То есть было ощущение, что на плечах у нашей красавицы вот такие два облачка, сквозь которые солнце просвечивает, да еще и прозрачный платок. Обязательным элементом костюма был пояс. Были ли у нас в XIX веке вышитые пояса, это доподлинно неизвестно. А вот что были тканые пояса к праздничному костюму, которые делали из золотых, серебряных нитей и цветного шелка, это достоверный факт, потому что в Русском музее хранится образец такого поясочка, который выполнен закладным ткачеством. Вот здесь в витрине вы видите, пояса выполнены нашими студентками. То есть и мы, то есть весь XX век и мы, и наша золотошвейная фабрика выполняли вышитые пояса. И естественно, что с поясами связаны легенды. Пушкин у нас здесь, говорят, 29 раз проезжал через Торжок. Специалисты до сих пор спорят, считать ли за случай проезда Пушкина через Торжок вот этот случай, когда его в 3-месячном возрасте здесь родители провезли. Вот. А что касается поясов, Пушкин останавливался здесь у своих друзей, частенько навещал их в окрестных имениях. И вот в гостинице Пожарских в начале XIX века была самая большая лавка с золотошвейными товарами. Там Пушкин купил пояса. Он их отправил в Москву жене своего друга, князя Вяземского. В сопроводительном письме он писал: «Вот каламбур. Передайте княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы». Княгиня в ответ писала, что все они прелесть, и что количество поясов и их дороговизна оправданы только тем, что они необыкновенно хороши. То ли это была просто галантная переписка между Пушкиным и Вяземской, то ли женщина из высшего общества заметила работу, оценила работу простых золотошвеек из Торжка. Мы этого, наверное, никогда не узнаем, но факт переписки был. Что касается женского костюма, женский костюм отличался от девичьего, наверное, ни сарафаном, ни рубахой, ни душегреей. Может быть, какие-то особенности кроя и были. Может быть, у женщин было поменьше украшений, потому что самую нарядную одежду носили перед замужеством и в первый год после замужества. Не потому, что хотелось вот показать, посмотрите, мы тут поженились. Нет, на праздничной одежде молодоженов должно было быть много украшений, потому что семья еще не устоялась. Ее нужно защитить. И именно поэтому вот эти украшения – это в первую очередь знаки-обереги, которые будут держать их друг с другом рядом. Вот. Что касается женского костюма, девушке полагался прозрачный платок, женщине замужней полагался плотный платок из плотного шелка или из тонкой шерсти. И головной убор под ним был такой, который полностью прикрывает волосы. Вот этот головной убор – кокошник-головка. Говорят, что это новгородская форма головного убора. В данном случае это головной убор женщины из богатой семьи. Почему? Потому что он вышит со всех сторон. Если бы семья была победнее, у нас вышита была бы только часть наружная. Да. А когда женщина выходила на улицу в праздничный день, поверх такого головного убора покрывали платком. Но если мы плотный платок завяжем узлом, он будет некрасивый, он будет большой некрасивый узел. Поэтому такой головной убор – сверху платок, и закалывали специальной брошечкой под подбородком. И получалось очень нарядно. Женщина приобретала такие монументальные формы. Да? Трапеция сарафана, трапеция душегрея, сверху еще трапеция платка. Оставались открытыми только руки и лицо. Ничего не напоминает? Очень по-восточному, в общем-то, да? К такому наряду полагалась и обувь необыкновенная. Привези мне из Торжка 2 софьянных сапожка. Вы присказку, наверное, слышали. Софьян в Торжке производили примерно XVI века. Не только софьян, самые разные кожи. И кожи были очень высокого качества. И в конце XIX века у нас с софьянами работали уже очень интересно. Это называлось у нас шов на татарский манер. И вот здесь, если мы посмотрим, то увидим работы наших студентов. У девочек папы были сапожниками, поэтому они взялись за такую работу. Золотной ниточкой и цветным шелком красным выполнена одна пара. Золотной серебряной ниточкой и имитацией жемчуга выполнена вторая пара. Девочки приходят, местные? Очень мало, очень мало. Да, сейчас мало кто интересуется народным искусством, поэтому, конечно же, у нас вот это главная проблема. Нам не хватает студентов. Как? Нам не хватает студентов. Обыкновенно. Как? У нас профессиональная подготовка, мы же учим профессии. Должно быть место, где они смогут заработать этим. Все. Если этого не будет, как бы мы ни вывернулись,
Ну, послушайте, сейчас вышивка стоит безумных денег. Я тут, ну, вот во всяких социальных сетях я с большим удовольствием читаю современных мастеров, которые пытаются делать, да, но я не говорю про ожерелки, да, вот то, что я увидела, а пытаются делать вышивку, пытаются делать головные уборы. Это очень сейчас... У таких мастеров либо они в нужный момент оказались в нужном месте, и их изделия востребованы, то есть они наработали себе какие-то связи себе наработали, где их изделия оцениваются по достоинству, люди понимают, люди, которые работают с ними, понимают цену этих изделий, и у них есть возможность дальше развиваться. Либо это мастера, у которых есть какая-то поддержка финансовая. Потому что просто так заработать на вышивке практически невозможно. А первое время, вот когда у нас в 90-е годы начала развиваться наша золотошвейная фабрика, у них покупали все. Буквально с колес у них разлеталось все. Сейчас стало труднее продать, потому что конкуренция очень большая, очень много всевозможной продукции, которая делается на автоматах. Они, кстати, тоже работают на автоматах, но в чем разница? Смотрите, если человек знаком с народным искусством, с народной вышивкой, с традициями нашей новаторской вышивки, и художник владеет компьютерной программой, и он в компьютерной программе укладывает стежки так, как он сделал бы это в ручной вышивке, а потом мы это переносим на флешку, и наш автомат шьет так, как я шила бы руками, да, это одна история. А когда там есть просто автовышивка, когда мы загоняем рисунок, и аппарат этот сам решает, программа это сама решает, как и что будет вышито, это другая история, это китайская история, да? Вот. Поэтому наша фабрика, они работают как раз в первом варианте, когда они технологию ручной вышивки сохраняют и имитируют ее с помощью автомата. У них получаются очень интересные изделия. Вот. И что сейчас, понимаете, не каждый человек будет смотреть вот за этой тонкостью работы. Ну да, стоит недорого. Ярко блестит, покупают. А вещь, на которую затрачено много времени, на которую затрачены усилия, она стоит дороже, не берут. Но понимаете? Это про то, вот. что мы говорили, должна быть обязательно государственная поддержка. После революции она была... Я понимаю, что вы как преподаватель здесь много остается за скобками, но мы снимаем вот эти как раз проекты и разговоры с уникальными людьми, чтобы, может быть, обратить на это внимание. Потому что все производства, начиная даже от фарфоровых заводов, да, они все говорят об одном. У нас уникальный промысел, он не может существовать без поддержки. Да. И в XIX веке было то же самое. Да. Были купеческие династии, которые, ну хорошо, если это не было убыточным, это хотя бы, да, не приносило прибыли. Но это же наша самая главная драгоценность. Мы же мечтаем, поэтому... Понимаете, в чем дело? Извините, что я вас прерываю. Это сохранение русской идентичности. Потому что искусство народное и ремесла, как часть этого искусства, это то, что мы впитали с молоком матери, это наши корни, это то, что мы умеем делать руками. Молодежь сейчас это утрачивает, к огромному сожалению. К огромному сожалению. Какая мечта? То, о чем вы сказали, государственная поддержка. Только об этом, да, и чтобы к нам шли студенты, конечно. Но тут, понимаете, опять же, я вот сейчас далеко уйду. Смотрите, вышивка, да? Вот то, что я говорила, перевод ручной вышивки в автоматную вышивку, и это уже достаточно достойно, да? У нас профессия, мы даем все виды ручной вышивки, конечно. Наши девочки умеют. Да? У нас есть свободно-ходовая вышивка, которая, возможно, уже устарела, хотя она считается сейчас ручной. Когда у нас машинка работает, иголочка двигается, пяльчики я двигаю как хочу, нитки меняю как хочу. И есть автоматная вышивка еще, да? Вот, которая сейчас основную массу вышитых изделий производит. Но представьте себе, как я себе представляю обучение вышивальщицы. Мы дали знание всех видов народной вышивки. И дальше 8 лет. Нет, не 8 лет, чуть побыстрее. А дальше девочка приходит, садится, у нее есть компьютер с программой рисовальной 150 тысяч, если я не ошибаюсь, стоит. И есть маленькая машиночка-автомат. И вот она в этой компьютерной программе делает переработку народных рисунков для современных каких-то изделий, да, переводит так, чтобы это не было ляпом, и потом вышивает на автомате. Сколько будет стоить такое рабочее место? Вернее, даже не рабочее, учебное место. Это будет стоить сумасшедших денег. Никто нам такого не позволит никогда. Сколько? Ну, послушайте, 150 тысяч компьютер. Нет, компьютер, компьютерная программа рисовальная. Ну, скажите мне, какая это сумма? Ну, просто... Ну, 1300.
Но это не такие рабочее большие место деньги. будет стоить. Не Учебное такие- место Не будет такие стоить. большие деньги. Вот. 300 тысяч. Что такое 300 Вы тысяч? нашему Министерству образования это скажите. Мы говорим, нас смотрят, мы точно знаем, потому что такое 300 тысяч, потому что сейчас я здесь иду, я вообще человек эмоциональный, но у меня просто наворачиваются слезы от того, с каким вкусом, как это все сохраняем. Мы этих девочек сейчас видим по коридорам, видим это невероятное количество света. И вот, казалось бы, мы все в поисках каких-то скреп находимся. Ну вот, пожалуйста, вам все готово. Вам сохранили с 18 века в самые тяжелые времена, революция, гражданская война, Великая Отечественная, когда вы сказали, что 30 километров отступил, и начали работать. А что же мы сейчас делаем? Вот, смотрите. Вот помните, я вам рассказывала, что участвовали в выставке в 1944 году? И вот к 50-летию был выполнен вот этот вымпел. 94-й, как я говорила, то есть основание, те, кто работал до нас, те, кто нас учил, они считали, что все-таки дата основания 1894 год, и в 1944 году 50 лет отмечалось. Я вначале, когда фотографировала, сослепу, я решила, что это грамота. Я ее сфотографировала, а это вышивка. Вышивка, да. 44-й год. Все документы, связанные с именем Крупской, я уже говорила, что город готовился к эвакуации, были собраны все документы, были собраны все фонды музея, которые на тот момент были, и отправлены на фабрику, на золотошвейную. Из золотошвейной фабрики это все было куда-то тоже отправлено. Больше этого никто не видел. Да вы что? Да, то есть имя Крупской после войны восстановить не удалось. И у нас есть вот такое знамя. Посмотрите. Я вам его сейчас покажу. Торжокская золотошвейная профтехшкола имени Крупской. Это знамя было сделано как раз к 50-летию в 1944 году. В 1944 году. Так, сейчас, секундочку, давайте. Так, перевернем. К 60-летию хотели поправить цифры. Посмотрите, видите? Хотели сделать цифру другую, а имя Крупской не было восстановлено. Вот. И все, и у нас осталось оно вот с недошитой одной цифрой. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Поднимите, давайте вот немножечко вот так повыше. Вот так. Это вот наша история. Потрясающе. Вот. Знаете, совершенно мы поражены, во-первых, вами. Спасибо Вот, на добром слове. Да, потому что вот это наша интеллигенция, которая вдруг встречает тебя в маленьком музее, которая вдруг встречает тебя в учебном заведении, она, конечно, именно то, на чем все держится. И вот таких, как вы, мне кажется, наша самая Спасибо. последняя надежда. Я вам от всей души желаю, чтобы эти Спасибо. девочки, они здесь все-таки ходят, они современные, я их сейчас так рассматривала, чтобы они, может быть, не понимают, может быть, они устали, может быть, им хочется включить телефон, но вот то, что вы в них закладываете, Стараемся оно вложить. обязательно выросло, расцвело, и все сохранилось. Спасибо. А мы будем Спасибо. мечтать. 300 У тысяч. меня это- был вдохновитель, человек, который показал мне, как нужно работать с тем, что тебе досталось, с той информацией, с тем богатством, которое тебе досталось. Однажды мы ездили в Валдай, в музей колоколов. Вы, наверное, там были, вот в Да, этой ротонде. да, да. И нам достался такой экскурсовод, вы понимаете, что там особенно смотреть нечего. Да? Там маленькие колокола висят на стенде, там большие колокола выставлены. Но она так рассказывала про все это, просто мороз по коже, вот сколько мурашки вам было по коже. лет? Это было очень давно. Я училась здесь, это было 40 лет назад. Вот. Она была тогда уже очень пожилая, но это был такой человек, который и не затянул эту работу, и рассказал нам все самое интересное, и настолько интересно рассказал, и настолько была интересная подача. Мы стояли группой, мы просто с места сдвинуться не могли, а потом мы держали за нее, задавали вопросы еще. чтобы А она не теперь ушла. это человек вы. Спасибо. Спасибо вам огромное. И Спасибо. вам спасибо, что приехали. Нам всегда очень приятно, когда интересуются тем, что мы делаем. И мы, конечно, держимся, стараемся. Но вот пока у нас все более-менее стабильно. То есть пока все нормально. Пусть все будет только лучше. Спасибо.
Ну что, какая-то невероятная совершенно Александра Михайловна, которая рассказала нам о деле всей своей жизни. Это что-то совершенно удивительное. Потом она продолжила рассказывать, что она не местная, она приехала сюда из Сибири. Вот он, Советский Союз, задержалась здесь, закончила в 60-е годы. Что я сразу хотела вам сказать, совершенно потрясенная, ну, прежде всего, людьми, которые нам здесь встретились, в маленькое педагогическое училище города Торжка принимает и взрослых, хотела сказать, пациентов, ну, то есть людей, которые вышивают. Сюда можно приехать, получить второе среднее профессиональное образование. Если вдруг вы, например, после музыкального училища вдруг решили переквалифицироваться, да, и освоить технику залотного шитья, это можно сделать. Платное отделение стоит 40 тысяч в год. Общежитие предоставляется, оно здесь есть недалеко. Но не только дети, но и взрослые могут приехать сюда. Есть короткий курс, который, по-моему, продолжается месяц, и вы осваиваете одну технику. Но есть курс на 3 месяца для взрослых. Приехав, вы осваиваете целых за 3 месяца все возможные техники вышивания. Можете себе представить? То есть берут не только детей, но и взрослых. И мы приложим обязательно координаты училища. Что я вам хотела показать? Продаются вещи, которые делают девочки. Смотрите, какой невозможной совершенно красоты, в разных техниках, прозрачная, невероятно красивая вот такая штучка. Есть такая дорожка, тоже не удержались, мы ее взяли с собой, дорожка на стол. Вот. Тоже здесь сочетаются и машинные техники, и ручные техники. Но такая штука стоит 600 рублей. Мне кажется, что это какая-то символическая цена. Есть салфетки. Причем даже так интересно, то, что я покупала на комбинате, точнее вещи, которые из комбината народных промыслов продавались на Арбате. Здесь даже есть имя и дата вышивки. Это, конечно, ужасно трогательно. Вот. И разные... Ой, так, все, роняю всю мою красоту. Вот. Ну и вот такая штучка для, как сказать, для самовара. Не знаю, я в растрепанных чувствах. Для мобильного телефона, конечно, самовар тут не влезет. Разные косметички, тоже вам похвастаюсь всем своим дочкам и подружкам. Ну, такие штучки стоят 500 рублей. Можете себе представить? Посмотрите, какая с народными мотивами. Ну, мне кажется, это очень-очень красиво. Вот. Но это еще не все. Мы сейчас продолжаем наше путешествие по Торжку, и мы зайдем на фабрику золотошвейную, потому что это училище, где всему можно научиться. Но есть фабрика. Я думаю, что на экскурсию на фабрику мы не пойдем, чтобы не испортить впечатление от нашего разговора, но покажем, что делают на фабрике современные мастера.
конечно, при Торжокской золотошвейной фабрике есть небольшой музей, поскольку хоть ты едешь на полчаса или на 2 часа или на 3 часа, все равно хочется привезти что-то такое в подарок. Но мы сначала посмотрели экспозицию, она, можно сказать, интерактивная. То есть здесь можно открывать такие ящички, есть всякие исторические документы, например, из каталога российских произведений, отправленных на выставку в Лондоне. И вот примеры вида швов: кованый, корзиночка, гусем, вороскол, волнистый, виды прикрепов, шов по-мягкому, петельки, виды сеток. Смотри, да, такая невозможная красота. Ну и полюбоваться предметами: брошки, серьги, веера, сумочки. И, конечно, отдельная совершенно история – это предметы, собранные здесь исторические, такое как будто бы оплечье, на самом деле это воротник. Я вот все время хожу и сравниваю с тем, что мы купили на фабрике. Смотри, какая невозможно прекрасная с этой стороны рукавица, бархат, золотное шитье и канитель. Вот как раз канитель – это то, про что я рассказываю. Подходя к золотоканительной фабрике Алексеевых, которая находится в центре Москвы, на Таганке, которые тоже были знамениты производством вот этой знаменитой золотоканительной нити. И здесь же как раз тоже вышитый Александр Сергеевич, его портрет. Вот она, жена Петра Вяземского, которой он покупает пояса. Но вообще пояс в русской традиции – это то, к чему прикреплялись, привязывалось множество разных предметов. Не было карманов, да, поэтому гребень для волос, поэтому ключи в европейской традиции – это такая цепь-шатлен, на которую все это крепилось. Ну и у нас тоже вот, соответственно, и кошелек, и прочие предметы можно было прикрепить за пояс. И пояса в нашей русской традиции, если мы говорим о времени Алексея Михайловича, это возможность создать достаточный объем фигуры, потому что худой человек – это не плохой человек, а это действительно худой. Если он худой, значит, он нездоров. Поэтому, чтобы фигура у царя была не худая, а такая дородная и пышная, как правило, царское даже платье состояло из 4 частей, и плюс одну из рубах или платно, кафтан – это то, что уже надевалось сверху, подпоясывали, да, то есть ты подпоясался, и благородный нужный объем, не свойственный худому человеку, сразу появился. И поясов здесь довольно много разных вышитых. Здесь 2 зала. Этот исторический, соседний, начинается с советского времени, естественно, Ленин, Сталин, во всех хорошо известных нам видах. Тут очень такой интересный предмет. Вышивали домашние туфли для Сталина к 70-летию. Вот такой вот, наверное, очень удобный предмет. Не могу тебе не показать. Здесь тоже Сталин, ну и Борис Николаевич Ельцин, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич в тюбетейках, ну, точнее, это все-таки тюбетейки, наверное, да, такие вот шапочки, которые вышивались здесь торжокскими золотошвеями. Ну, и хочу еще показать, помимо военной формы, где используется и золотая канитель, видишь, здесь разные погоны. У меня, кстати, дома хранятся дедушкины погоны, надо будет их найти. А это фрагменты посольских мундиров. Да, потому что посольская должность, она тоже приравнивается к, наверное, военной, государственной. И у меня дома вот такой очень нарядный мундир посольский отца хранится. А мы сейчас еще сходим, посмотрим магазин и уже поедем в райок перед возвращением в Москву, посмотрим Львовскую усадьбу.
просто Знаменское имение. Слово «райок» — это уже советского периода добавилось. Прежняя деревянная церковь стояла на погосте Рай, и здесь рядом есть деревня Малый Райок. Я не знаю, удастся ли запечатлеть нашей камере вот то удивительное спокойствие и умиротворение, которое разлито здесь, в усадьбе Знаменское Райок, в которой мы заканчиваем наше путешествие в поисках народных промыслов и путешествие к торжокским золотошвеям. Мы специально хотели завершить этой удивительной усадьбой. Я была здесь, наверное, лет 25 назад. Усадьба XVIII века, построенная генерал-аншефом Федором Ивановичем Глебовым. Две семьи соединяются, Глебова и Стрешнева. Кстати, я в Донском монастыре с большим уважением, с большой любовью показываю их некрополь. Но вот эта усадьба, построенная архитектором Львовым, хотя нет документов, чертежей за его подписью, но по косвенным и некосвенным признакам, в общем, его авторство здесь практически не обсуждается. Эта усадьба, конечно, совершенно великолепна. Бесчисленное количество колонн, флигелей, каждый из которых служит этой усадьбе. Но мы вам показали, как это необыкновенно совершенно выглядит внутри. И несмотря на очень сложное бытование усадьбы в советское время, чего здесь только не было, и профилакторий, и
детское учреждение. Кроме того, эту усадьбу брали в аренду, и она была в аренде достаточно длительное время. Фирма «Конкорд» отреставрировала флигель, в общем, начала здесь приводить в порядок. Брала на 49 лет в аренду, но, к сожалению, не завершила работы. И вот буквально последние несколько лет эта часть музейного комплекса, и есть надежда на реставрацию. Мы сейчас еще выйдем с той стороны, посмотрим перспективу. Не знаю, хватит ли у нас сил дойти до реки, но это было какое-то совершенно невероятное путешествие в крошечный Торжок длиной в целую жизнь. И каждый раз, покидая такие маленькие города, всплескиваешь руками и думаешь, почему же жизнь такая суетная, и ты так мало ездишь, так мало видишь, и столько удивительно прекрасного. Нужно еще посмотреть, привезти детей. В общем, приезжайте в Торжок и вообще путешествуйте побольше.